Если взглянуть на американские автомобильные брошюры 80-х, то обнаружится, что все присутствующие там автомобили сплошь квадратные. В то время как европейские и японские автопроизводители уже не один год выпускали автомобили с округлыми формами, автостроители из США эту тенденцию стойко игнорировали. Но всему приходит конец, и в начале 90-х большинство американских машин примерили новые обтекаемые кузова. Так ушла целая эпоха в американском автомобильном дизайне, эпоха прямолинейного стиля. К началу 60-х американская публика насытилась автомобилями с безусловно роскошными, но уже набившими оскомину хвостовыми плавниками и другими элементами детройтского барокко. Автопроизводители, почуяв тенденцию, несколько поумерили пыл, и автомобили второй половины десятилетия плавно сменили свой стиль в сторону более простых геометрических форм. Пионером в этом стал Lincoln Continental четвертого поколения, дизайн которого был прост и лаконичен, но не примитивен. Впрочем, тенденцию перенимать спешили не все, особенно упорствовали в General Motors. Их машины полностью избавились от плавников только к 1964 году. Как бы то ни было, американские автомобили менялись. Их новый стиль окончательно оформился к концу 60-х. Теперь кузова выглядели куда более угловатыми и гладкобортными, с минимальным по бокам внешним декором. Разве что передние фасады все так же имели пышное оформление, хотя и тут явно прослеживалась тенденция к упрощению. Кроме того, автомобили постоянно росли в размерах, что вкупе с новым прямолинейным стилем придавало им величественно монументальный вид. Собирательный образ средней американской машины начала 70-х выглядел так: вытянутый капот с рельефной выштамповкой, массивная радиаторная решетка, ровные боковины, приземистые линии крыши, толстая задняя стойка и багажник по длине не уступающий капоту. В эти правила не вписывались маслкары, но там была своя особая спортивная эстетика, о которой надо говорить отдельно. Всю первую половину 70-х американские автомобили увеличивались в размерах. Под стать им были и моторы. Апогеем гигантомании стал Империал 1973 года, не дотянув до заветной длины в 6 метров, всего 16 сантиметров. Но к тому времени огромные мастодонты были уже обречены. В том же году грянул бензиновый кризис, отразившийся тяжелым ударом на автомобильной промышленности США. Медленно, но верно американские машины стали меняться. Сначала премиальные, а затем и все остальные. В 1976 году на рынок вышел Cadillac Seville, первый послевоенный Cadillac компактного класса. Через год появились Lincoln Versailles и Chrysler LeBaron. Все эти автомобили отличались короткой, не более 114 дюймов, колесной базой. Между тем, если габариты новых машин поменялись разительно, то дизайн не претерпел особых изменений. Их внешний вид по-прежнему соответствовал прямолинейному стилю. За исключением размеров, американский автомобиль начала 80-х коренным образом не изменился. Однако в то время американский рынок находился под огромным давлением европейских и японских автопроизводителей. Как ни крути, а премиальные немецкие автомобили выглядели совсем иначе, нежели местные. Стремительные и аэродинамически более совершенные, они притягивали взгляд и внимание потребителей. Все больше молодых американцев обращали свое внимание на Mercedes или BMW, а если не хватало денег, то годилась и Toyota. Безусловно, такой расклад автостроителей США не устраивал, и они начали выпускать свои более обтекаемые автомобили. Первой ласточкой стал Ford Thunderbird 1983 года. По сравнению с предшественником, его дизайн изменился кардинально. Кузов автомобиля доводился в аэродинамической трубе, в результате чего коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,38, на 24% меньше, чем у моделей прошлого поколения.
Спустя год получился обтекаемый Lincoln Continental Mark VII, а в 1985 году вышел революционный Ford Taurus. Автомобиль получился настолько футуристичным, что режиссер Пол Верховен выбрал его на роль главного транспортного средства в фильме «Робокоп», сюжет которого происходит в будущем. Taurus был особенно успешен, и его продажи за первый год превысили 200 тысяч автомобилей. Тем не менее, во второй половине 80-х прямолинейная стилистика все еще преобладала в дизайне американских автомобилей. Однако в конце десятилетия процесс перехода к обтекаемым кузовам резко ускорился. Так, в 1990 году кардинально обновился Chevrolet Caprice, а следом флагман корпорации Ford Crown Victoria. Одновременно с Ford'ом дебютировал аналогичным образом переоформленный Mercury Grand Marquis. Схожие процессы проходили в корпорации GM. К концу 80-х заметно округлились Buick LeSabre, Oldsmobile 88 и Pontiac Bonneville. Таким образом, в начале 90-х американский дизайн перешел на свой новый виток развития. Прямолинейная мода, господствующая почти 3 десятка лет, уступила место криволинейно округлым формам. С одной стороны, это хорошо, новые автомобили стали куда как экономичнее в эксплуатации. С другой стороны, было что-то в той моде неповторимое, привлекательное. Эдакая стопроцентная американская автомобильная ДНК. То, чем современные автомобили из США уже не обладают. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. А на этом у меня все, еще увидимся.